как сейчас любят писать, я взяла воду, муку и грамм дрожжей и получила такую красоту. Всем привет! Сегодня готовлю чиабатту в виде порционных булочек, из которых очень удобно делать сэндвичи на пикник или просто на завтрак. Итак, 80 граммов воды комнатной температуры, 1 грамм свежих дрожжей. Размешать. 40 граммов пшеничная хлебная мука. И 40 граммов ржаная обдирная. Это мука грубого помола. Смешайте, чтобы увлажнить всю муку. Любите чиабатту? Давайте проведем опрос. Вариант первый. Очень люблю, предпочитаю другому хлебу. Вариант второй. Не люблю и не понимаю этот хлеб с дырками. И вариант третий. Есть чиабатта — ем, нет чиабатты — не ем. Отношусь к ней индифферентно. Жду ваши ответы в комментариях. Закройте крышкой или пленкой. Дайте постоять при комнатной температуре 30-40 минут и уберите в холодильник до следующего дня на 12 часов. День 2. Наливаю в дежу 240 граммов воды и добавляю к ней 320 граммов хлебной муки. Это мука первый сорт. Все перемешиваю. Нужно увлажнить всю муку, поэтому со стенок снимайте. Если нет планетарного миксера и руками это сделать тяжеловато, хотя это возможно, можно пользоваться вот такими насадками для ручного миксера. Они, как правило, идут к любому в комплекте. Оставляю на полчаса на аутолиз. А пока я беру 20 граммов воды и добавляю в нее 10 граммов соли. Все хорошо размешиваю. Если весы у вас с погрешностью плюс-минус 1 грамм, взвешивайте 9 граммов. По прошествии получаса я выкладываю в дежу вчерашнюю опару из холодильника. Не забыли про нее? И начинаю замес. 6-8 минут на первой скорости. Не забывайте тесто в процессе снимать с крюка, чтобы замес был равномерным. Через 6-8 минут еще раз тесто снимите и скорость можете увеличить до второй. На второй замешивайте еще 3-4 минуты. Где-то через минуту добавьте соленую воду. И когда видите, что оно начинает вокруг крюка собираться и уже от стенок отходить, заканчивайте. Переложите тесто в смазанную маслом тару. Соберите влажными руками или смазанными маслом. Закройте крышкой или пленкой и оставьте при комнатной температуре на 2,5-3 часа. Через каждые 30-40 минут тесто нужно обминать. То есть у вас должно быть 3-4 обминки. Обминку делайте влажными руками или собирая тесто от краев к центру, или приподнимая его и складывая. Потом развернули, еще раз приподняли и завели концы вниз. И так еще 3 или 4 раза. Смотрите по тесту, как оно себя ведет. И еще, перед последней обминкой нужно включить духовку на 250 градусов. И духовка должна разогреваться минут 40. И в ней у вас должен быть противень, на который вы будете выкладывать чиабатту. То есть он тоже должен разогреваться. И второй противень, на который вы будете лить воду, для того, чтобы создать пар. Ну вот смотрите, тесто заметно изменилось. Я делала 4 обминки через полчаса. И сейчас я уже включила духовку и хочу сделать 5-ю обминку, после которой я буду тесто уже выпекать. Видите, оно уже так хорошо собирается. И видно, что оно уже внутри удерживает воздух. И теперь вот так деликатно его поднимаю и укладываю. И оставляю на последние 30 минут. Заодно и духовка хорошо разогреется. Духовка разогрелась хорошо, тесто можно делить. В принципе, можно было обойтись без последней обминки. Сейчас тепло, и оно хорошо подходит. Но мне нужно было уйти на полчаса. Хорошо посыпьте стол мукой. Можно использовать обычную, можно брать семолину, если вы любите корочку хрустящую. Можно цельнозерновую. И, кстати, сразу это можно делать на пергаменте. Но я при разделении как-то прорезала, и поэтому стала делить на столе. Сверху тоже посыпьте.
И такими нежными движениями сформуйте прямоугольник. Уверенно разделите его на 4 части. Присыпьте с боков тоже, чтобы оно у вас никуда не прилипало. С тестом обращайтесь деликатно. Видите, какое оно пышное. И теперь эти чудесные чиабатты переместите на пергамент, который тоже посыпьте какой-нибудь грубой мукой. Сажаю чиабатты в печь. При посадке на второй противень выливаю полстакана горячей воды. А в моем случае я из распылителя обильно брызгаю на стенки духовки. Время выпечки 15 минут. Если температура ниже, например 230, возможно немного дольше. Но вы только посмотрите, какая это красота. Пожалуйста, не режьте в горячем виде. Говорю я, которая все время режет в горячем виде. Но сейчас вот точно не буду. И, кстати, кто печет, знает. Так определяется готовность. По глухому звуку. Вот такая замечательная порционная чиабатта у меня получилась. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Испытание я с честью выдержала, дождалась, пока хлеб остыл. Но так как это чиабатта для чудесных сэндвичей, резать ее лучше вдоль. Но посмотрите, какая красота. Просто чудо чудесное. Вот это хлеб, который очень любит моя семья. И который очень любит мой муж. Правда? Вот да. Вкусно? Обалденно. Посмотрите, одну разрезала поперек. Красота просто неописуемая. Как сейчас любят писать, я взяла воду, муку и грамм дрожжей и получила такую красоту. Но это действительно так.